Привет! В обороте ходит очень много поддельных купюр, и мы подскажем вам, как понять, где настоящие, а где подделка. Если у вас нет специально обученного хомячка, определяющего подлинность денег, то нужно согнуть купюры под углом 90 градусов и поставить на ровную поверхность. Дальше нам понадобится магнитик, и чем больше, тем лучше. Теперь надо медленно поднести магнит к купюре и посмотреть на ее реакцию. Если купюра поддельная, то ничего не произойдет. Но если настоящая, то она будет притягиваться магнитом, ведь краски на долларах содержат металл, который и притягивает магнит. Проверьте купюру своей страны, возможно, она обладает такими же свойствами. Результат напишите в комментариях. Если вы забудете закрыть маркер или фломастер, то он высохнет и перестанет писать. Вам нужно снять с него заглушку и раздобыть немножко спирта или водки, которые нужно набрать в шприц. Внутри маркера есть трубка с высохшим красителем, внутрь которой мы должны сделать инъекцию спирта. В жилах маркера опять потечет краска, и он быстренько вернется в строй. Вы решили написать письмо своему другу, но письмо не обычное, а тайное. Зная, что почтальон любит читать чужие письма, нужно что-то придумать. Точно, нам поможет обычный лимон. Стоп, ну не лимоном же писать будем. Нам нужно всего несколько капель его сока и обычная спичка, кончик которой мы туда макнем. Теперь этой прозрачной жидкостью нужно написать секретное сообщение. Получателю нужно будет хорошенько нагреть письмо над пламенем, и текст станет видимым. Таким образом его сможет прочитать только ваш друг, если, конечно, он у вас есть. Но даже если его нет, то его легко можно будет найти на Баду. Не так ли, Куки? Они, кстати, ввели прикольную штуку — верификация. И теперь каждый может получить галочку, которая подтвердит, что вы не фейк и фотографии реальные. Баду попросит вас сделать фото, показав определенный жест. Модераторы сравнивают результат с фото в профиле и подтверждают реальность человека. Потому нет причин переживать, что все красивые девочки в Баду не настоящие. А еще к аккаунту легко привязать социальные сети. Это удобно, можно сразу узнавать интересы другого человека по его публикациям в соцсетях. Ссылка в описании. В ремонте часто используют вот такой силикон, и очень часто от него теряется колпачок. Чтобы не дать силикону высохнуть, воспользуйтесь обычным саморезом. Он идеально подходит в отверстие, и его легко можно извлечь. Также можно использовать бумажный или обычный скотч. Большинство мебельных дверцей в наших домах не имеют плавной дотяжки и издают громкие звуки при закрывании. Будем решать проблему при помощи обычного шприца, иглу от которого сразу выбрасываем, чтобы не пораниться. Еще нам понадобится кусочек толстого двухстороннего скотча, который мы клеим на заднюю часть шприца и обрезаем лишнее по форме. Теперь нам понадобится два маленьких магнитика, которые мы приклеиваем на тот же кусок скотча. Дальше клеим полоску скотча вдоль шприца и еще кусочек сверху на магнитики. Все красиво обрезаем и получаем вот такой объект. Нам нужно приклеить его на край полки, чтобы скотч выступал на 2-3 мм за ее край. Отрываем пленку со скотча, хорошенько прижимаем дверцу, чтобы второй магнитик вместе со скотчем остался на ней, и все готово. Открываясь, дверца оттягивает поршень на себя, и при закрывании он смягчает удар. Неприятный звук исчез, и все плавно и красиво закрывается. Конечно, многое зависит от петель на дверцах, расположении шприцов и так далее, но при желании можно пробовать разные расположения и добиться хорошей работы. Я уже хотел заканчивать видео, но Степа говорит, что сейчас покажет лайфхак еще покруче. Ну, так себе лайфхак, если честно. Давай в следующий раз что-то получше.